Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И сегодня у нас в гостях Висакапатнам. Храни его Господь, Д-66. Кораблик обещаю тапнуть в грядущем ребалансе, о котором у меня информации столько, сколько можно было получить со стрима одного известного стримера. Ну и как бы, раз уж все закупают кораблики, которые будут апаться, то я-то чем умнее остальных-то такой же, как и все. Итак, что можно о нем сказать? Прочность 442 тысячи, скорость 22 узла, нет, 21 узел у него скорость. Все остальное фигня, малозаметность у него 4. Надо же. Он таки прям это самое. Заметность 3.81 неплохо. Заметность глубины 2.61 тоже неплохо. Не особо быстрый. В ближнем бою не особо крепкий. Всего 442 тысячи. Да? Кстати, как у дожеванного, то же самое. Но если мы берем, например, лидера, у него 468 тысяч. Да? В прошлом видео я его демонстрировал. И в ближний бой на нем, в агрессивную игру, на нем идти чуть спокойнее, потому что у тебя есть эти 20 с лишним тысяч ХП на борту. Здесь их как бы нет. Ну и сам врыв как бы не всегда удается. Например, у меня была ситуация, когда раздамажил одного противника. Он забежал за угол к своему другу. Я как бы исполненный желания его доколупать, побежал за ним. Ну как побежал? Начал движение в ту сторону. Так вот, пока я туда добрался, он, во-первых, уже был совсем не такой шишотный, хорошо так отхилился. А его напарник, во-первых, понял, что он играет в игру, понял, что это за игра, понял, что он в бою, понял, что бой уже начался, понял, что тот второй это его союзник, а я враг. Короче, они вдвоем там, в общем, плохо все кончилось, короче говоря. На лидере я бы, наверное, успел, потому что тот быстрый, шустрый, как бы запрыгиваешь, бах-бах, тому в нос, этому в нос, и хорошо. Вот. То есть, такие у него недостатки, как бы, сразу же начались недостатков. Ну, давайте тогда что-нибудь хорошее о нем скажем. Видео называется «Корабль из-за угла». Почему я его так назвал? Да потому что вам достаточно вот по этой линии высовывать что-нибудь куда-то, да, выводить на боевую позицию, на огневую, вам нужно только часть корабля носовую вот по этой линии, потому что здесь у вас все. Вообще все вооружение у вас здесь. Вот у вас одни ракеты, вторые ракеты, гранатомет и пушка. Ну, торпеды здесь, но торпеды у него скорее всего похуже, чем те мои торпед 62, которые я использую постоянно. Да, у них скорость повыше, у них 136 узлов против 116, но в остальном 11 секунд перезарядка, там 10, урон 70 тысяч, там 80 с двойного слота, разумеется. Вот, торпед 2, там 4, в общем, ну, как-то не знаю, как-то они не очень. Что еще можно по нему сказать? Да, в принципе, ничего. 2 гранатомета, 1 пушка. Схема та же, что на этом же самом лидере стоит 1 в 1. По ракетам же у него сейчас 2 плюс 1, но обещают 2 плюс 2. Я его упаковал москитами. Да, то есть вот сейчас вы видите мою сборку, в которой я его, в принципе, и катаю. Да, упаковал я его москитами, 7 секунд перезарядки. У нас 2 ракеты по 15600 с каждого слота вылетает. Со скоростью 408 и прочностью 150. То есть на ближних дистанциях они очень неплохо залетают, проходят через ПВО. При этом одинарный слот, вот этот, он дает 30 тысяч урона. Да? Вот этот уже даст немножечко побольше. Да? Как бы вдвое побольше. Да? То есть 60 тысяч. То есть 90 тысяч мы имеем сейчас. А если ему добавят еще одну ракету?
то, соответственно, будет у нас еще 30 тысяч. Итого мы будем иметь 120 тысяч залпа каждые 7 секунд. А я вам скажу, это больно. Это прям больно. Так, торпеды мы обсудили. Ну, вертушка у меня мангуст стоит, но, наверное, надо все-таки ставить эту самую, как ее, мишку. Она агрессивнее, она интереснее. ПВО, собственная шахтная барак. Президент американский, что ли, не знаю. Ну и здесь я насовал римки 3 штуки, жеринги 2 штуки. В общем, с ПВО у него нормально. 7 слотов по совокупности, это неплохо. Так. Что еще? Ракетная сборка, да, как бы я всегда пытаюсь какие-то разные сборки искать. И здесь была попытка в ракетной сборке, нет смысла в них никакого, пока не добавят вторую ракету. Когда добавят, тогда можно пробовать, но я пробовать не буду, меня устраивают такие вот гибридные сборки именно под игру на более ближних дистанциях. Да, если хотите, можете пробовать сюда Астросы пихнуть. Кстати, по поводу Астросов. Одну сборку я на нем все-таки потестил, чисто смеху ради, да, то есть не надо воспринимать ее всерьез. Но я ее потестил. И сейчас я вам ее покажу. Итак, вот оно, это чудо перед вашими глазами. И да, это граниты. И нет, я не пьяный, я вообще не пью. Просто, как бы, понимаете, основа сборки была в чем? Смотрите на скорость полета этих ракет. 330. Каждому. А теперь смотрим сюда. 311. Соответственно, в видео по лидеру вы видели там один бой, где я показывал, как я вот эти ракеты применяю. То есть мы берем эти НСМ, запузыриваем в сторону противника, он срубает их ловушками и астросами забиваем ему ПВО и запускаем боевые. То есть по скорости они почти совпадают. Чуть-чуть быстрее астросы. Буквально там сколько? 19 километров. Вот. И мысль была такая, что граниты полетят вот именно неплохо в хвосте вот этих вот астросов. То есть полетит пачка, и за ними полетят граниты. Граниты, они не проходят там ПВО практически никогда. Их там никто не пускает никуда. Вообще никому не нужные ракеты, никто на них не играет. Ну, кроме новичков, которые ведутся на цифры урона. И цифры перезарядки сейчас у них. У них урон как у булавы, а перезарядка 10 секунд. Ну, пусть и с половиной, но все равно 10. Это очень даже неплохо. И поэтому мысль была такая, что вот на такой сборке попробовать синхронизировать скорости полета, то вот этими мы развели, и, соответственно, раз, два, и можно, в принципе, вкатить этот урон и повторять это каждые 10 секунд. В этом заключалась мысль. Но что-то пошло не так. Что именно, я так и не понял. Пару боев я отыграл. Самый из них, так сказать, яркий. Давайте и посмотрим. Так. Вижу крейсер. Теперь у нас теперь авик, а врагам дачи там всего хорошего, здоровья, счастья. Ну да, я понял. Так, а мы куда пойдем-то вообще воевать, господа? Куда вы расползаетесь-то, я не понимаю. Куда мы пойдем воевать? Объясните мне. Так, а они куда пойдут воевать? Они сюда идут, да, воевать? Да, нет. Этот вообще куда-то поплыл далеко. Вот сейчас вот этому вот бы сообразить и переместиться направо. И мы бы были 5 против 4. Потому что этот пускай там по кругу плавает, осматривает достопримечательности, и мы получаем численное преимущество. Причем серьезное. Плюс 1 корабль. На врыве это, считай, мы можем их разделать вообще под орех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас прям почти камень поцарапал. Ну, в смысле, корабль поцарапал об камень. Тихо. Так. Давай воевать. Держи. Фи.
Эм, Чувак, ты должен ловушки пустить по сценарию, понимаешь? Нет, он не хочет. Мама, он проснулся и не хочет. Он 100 тысяч настучал на нем, пытаясь его развести. Однако он мерзкий, нехороший. Так, что происходит? Они где вообще? Они здесь уже? Да, они уже здесь. Что такое у нас тут? Ты что? Три пушки? Арканзас, что ли? Зачем нам Арканзас? Давай сюда сплаваем, посмотрим, что там. Мне бы главное так выплывать, чтобы этого не это самое. Не пугать слишком сильно. Так, ну что они делают? Они лезут вперед, да? Я могу зарядить картечницу. Что нет-то? Торпеда, огонь! Нормально. Держи! О, молодец, давай, давай, вот сейчас мы испытаем. Ой, ай, как-то испытание прошло смешанно. С одной стороны, вроде как залетело, а с другой стороны... На! И бэм! Заходит, ребят. Заходит. Но как-то, по-моему, не сильно уж скорость различается. Прям как-то уж сильно. Она должна не сильно, а она сильно. Так, я попробую сейчас опять через нос свой отыграть. Коварный. Тихо! Он отстрелял ловушки, я могу сразу же. Дыщ! Ну да, не долетели они до него. Бывает. И все померли. Ну ладно. Ну, схема вроде как кое-как с треском пополам работает. Ну, как-то, не знаю. Разница там всего 20, сколько? 23 километра, по-моему. А оно вот так вот как-то. Или я что-то делал неправильно. Непонятно. Ну, вот, сами все видели. Я, если честно, не знаю, что не так. То ли я что-то не так делаю, то ли скорость этих гранитов все-таки ниже, чем она здесь прописана. Возможно, они вообще летают там 200 или сколько-то. Я не знаю, в чем дело. Если вы ракетчик серьезный, да, можете попробовать как бы эту сборку как-то, ну, ее реализовать в таких вот схематиках пусков. Да. Может, у вас лучше получится, но я лично ее все больше как шутку изначально так посмотрел. Может быть, в этом что-то и есть. Я не ракетчик, честное слово, ни хрена в этом не понимаю. Если разбираетесь, можете попробовать, соответственно, развить эту идею. Может, что-то в ней и есть. Ну, а мы возвращаемся к моей сборке и давайте уже посмотрим, как она работает в бою. Итого. Что мы имеем с гуся? Ну да, у них авик, а нам здоровья, счастья, удачи. Авиков нет, но мы держитесь. Тоже сюда будешь подтягиваться? Ну давай. О, а вот уже и прилетели, смотрите-ка. Какая красота. И вот уже инфа у противника есть. И он все знает. Мы знаем примерно, что у нас нет авика. А ты далеко собрался вообще? Так это? Просто так интересуюсь. Интересный маневр. Хотелось бы понять его логику. То есть, вот сейчас он от камешка выходит и прокидывает тебя ракетами, и никто тебя не поддержит. Ты в курсе, да? А ему это не интересно, по-моему. Так, авик куда-то вообще полетел местные красоты изучать. Вот, они уже подходят к этому острову. Он над кораблем висит, что ли, прям? То есть сейчас здесь кто-то появится. Да, вот он, привет. Как у тебя дела? Вот тебе аж целых 40
урона. Оу. Ну, выдал, что мог. А, перекинул, да, нет? Что ты закинул, кстати? Ладно, пошли. Давай, давай, давай. Да. Ё-моё, я... То я его вижу, то я его не вижу. Что-то куда-то ему залетело. Высовываем свой любопытный нос, повторяем эксперимент. Нормально, что-то залетает. Еще раз. Ну. 7 секунд и повторяем еще раз. Так, мы его задавили, зажали. Ну тогда идем просто на добивание уже. Кстати, авик справа где-то. Ой, я извиняюсь. Я не прав. Понятно, куда вообще отстрелялся. Ну, я всегда так стреляю, куда-то там в сторону противника. Предупредительные делаю, просто вот чтобы напугать больше, а не что-то там еще. Справа вот самолеты взлетали отсюда, где-то здесь должен быть авик, сколько я понимаю. О, нас преследуют с тыловой стороны. Вот он где. Слетай. Во-во-во, он стреляет. Вот он нашелся. Думал, не найдем, да? Задавливаем огнем и уходим сразу же назад. Потому что где-то на заду у нас этот самый вот этот вот. Эх ты ж, ёкараный ты, налево, привет. Эй, кораблику немножко не хватает. Он немножко медленноватый. Ну, такой родственник басистого. Правда, по вооружению он ему проигрывает с треском, грохотом и другими звуками. Но по скорости похож. 21 узел, кстати, тащит все-таки. Я думал, у него всего 20. Ну, где этот крейцер? Плеер, охотник за яйцами. Смотри. Эй. Чеком чего-то там... Чеком... О, ну они друг друга прям нашли. Один охотник за яйцами, другой проверятор этих самых. Привет. Эй. Взял, сбил мои эти самые. Ну, я тебе вот так закину. Попяндер. Одного никнейму, другого статуса. Приколисты, блин. Ну вот, в принципе, здесь такая вот демонстрация прям чуть ли не всех возможностей корабля получилась. То есть это кораблик из-за угла, то есть высунул нос, накидал. Да, и с другой стороны пушка, граники, ближний бой отрабатывают плюс-минус. Ну, торпеды, конечно, его подводят, да. Торпеды у него не самые. Торпед 62 мне больше нравится. Так что в этом плане, да. Ну, а в остальном... Кстати, добавят ему еще одну ракету, вот тогда там на москитах будет еще больнее играться он, если... Ну, я его в такой сборке, наверное, буду катать, такой же, как сейчас, и у него будет уже 4 москита. Это будет больно. Так, по линкору и нету подлодков, нету курятников. Так, у них Ямато, у нас Миссури. Господи, боже ты мой. Чё, Яматы все закончились, что нам Миссури выдали? Будем пробовать здесь что-нибудь придумать. Пробуем любопытный нос высунуть здесь. Оп-оп, опоздали. Ай! Бэм! Зашло что-то, на 15 тысяч зашло.
Я молодец, я молодец. А куда вы полезли-то? Что, хотите всех победить? Тихо, 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 тихо. Ну, он же захочет еще высунуться, там что-то поделать, нет? Да они все полезли, я не очень понимаю. Я тоже могу пуск ракеты курсом на вас, и чё? Иди в баню. Так, хорошо. Ну что тут такое летает за непотребство какое-то? Почему ПВО не сбивает это непотребство? Давай его собьем. Что он тут делает? Давай его собьем. 1,9 километра? Подождите, чё? На нас нападают? На нас нападают! Атас! На, держи. На, держи. Да погоди, не бей меня, его бей. Его, он против нас, честное слово, я за тебя. Вот честное слово. Можешь мне поверить, я за тебя. А он против. Его бей, меня не надо. Поехали. Вперед, 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 сразу же проходим им за спину. Светились, проходим им за спину, попробуем забрать фрегат. А, нет, фрегата мы не заберем. Лучше здесь на прием тогда вставать уже. Так, линкор, прикрой меня. Я попробую здесь встать на прием. В надежде, что они вот сюда не пойдут. Потому что если пойдут, мне будет больно, плохо и неприятно. Да ё-моё, вот же он. На, держи. Хилка. Гранатомет. Картечь. Минус. Блин, этот идет. Не иди, не трожь меня. Ну что с тобой не так? Оставь меня в покое. Я просто так воюю. Че ты ко мне пристал? На тебе. А, подожди, его убьют. Ты что, офигел, обнаглевший, да? Вот тебе, понял, да, нет? Да. Настроение меняется, как бы, ну, в зависимости от ситуации, да. То есть, если меня бьют ногами, то можно ныть. А если не бьют, то можно сразу наглеть. А, нет, не перекину. Ну, подсветите, пожалуйста. Свет, пожалуйста, пожалуйста, свет. Погоди, 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 погоди. Сейчас тебя слева выскочит, по-моему. Вот отсюда сейчас выскочит, нет? Я об этом не задумывался. Он выскочит слева и меня грохнет. А тебя не станет. Я сейчас свой любопытный нос высуну здесь. А, он откидал ловушки. Отлично. Чё? Ну, я говорил, он туда полез. А я говорил, что он туда полезет. Тем более, это линкор. Что, будем с линкором бодаться? Давайте подарим ему фраг. Какой-то он проиграет. Давайте ему фраг подарим. Чё? Подарим человеку фраг. Взамен немножко домашки сделаем. Ну или так. Тоже. Ну вот, как-то так. Ну, что тут сказать-то, а? Интересно. Интересно. Вот этот комплектик, он выглядит забавно. С этими самыми-то, с москитами. Вполне себе забавно выглядит. Мансур, прям Мансур раздавал. Наш Миссури, он тоже молодец, но я только один лайк могу поставить, поэтому поставлю Мансуру. Так, а у них что? Ямато... Мато не раздал. Ну, бывает. Ну, 28 уровень человеку. Я считаю, что рано брать линкоры на таких уровнях. Линкор — это очень сложный корабль. Я, например, сам на них сейчас не играю. Хотя очень хочется, но я как-то побаиваюсь их. Не в плане противников, а в плане как раз-таки, если я сам на нем буду. Если на определенных корабликах я, ну, могу что-то сделать, то на линкоре и меня терзают смутные сомнения, что я смогу. Поэтому я их пока и не трогаю.
Вот. А на малых уровнях, да еще на Ямате, ну, такое. Не, может, это Твинк, конечно, может, человек опытный, не знаю, но все равно такой себе. О, горшок у них был. Ну, он тоже, наверное, в ближний куда-то не на меня ли случайно выскочил, ну. И кирдык. Ну вот, такой вот бой забавный. Такой вот забавный кораблик. Вот такие примерно результаты кораблик показывает. Так он примерно играется. Если честно, хочется его пожевать подольше. Что-то, возможно, я его не до конца распробовал. Но, исходя из всего, что я в нем увидел, всего, что я на нем попробовал, как я на нем поиграл, мое впечатление такое, что когда ему добавят вторую ракету, в принципе, это будет очень хорошая машина для новичка. Почему? Москиты продаются за золото. Два москита стоят 1700, по-моему, если я не ошибаюсь. 850 вроде стоит москит. А новички получают много золота, когда приходят, там проходят всякие какие-то испытания на первых уровнях. 2000 золота наверняка у них будет. Пушку можно взять магазинную, там, Монарх или что, или если хотите в ближний бой, можете пробовать на картечнице, но на картечницах мало кто играет, это такое специфическое оружие, оно для самых таких любителей абордажа, так скажем, прям вот в упор чуть ли не на таран идти. Гранатометы РУР-5С Асрак. Достаточно пройти один Battle Pass, продать кораблик. Вот сейчас курятник там дают, он нафиг никому не нужен. Продать его и на тех же там ивентах и так далее, там еще немножко накапает, он стоит копейки. И он не намного хуже той же РБУ 2500. Да, хуже, но не намного. И вот, пожалуйста, у новичка полноценный корабль, на котором он вполне себе может противостоять любым другим. Вот я это в бою продемонстрировал в боях. То есть корабль вполне себе может. Что касается меня лично, ну, возможно, все-таки он немножко хрупенький для того, чтобы мне на нем играть. Я уж слишком такой. Лезу куда не надо слишком часто. Для этого нужны более жирные кораблики. Вот. Так что, ну, кораблик хорош. Новичкам это прям будет великолепная машина, особенно если ему добавить еще один москит. То есть это прям, ну, ладно, не москит, другие ракеты можно поставить, какие хотите. По сути-то вопроса. Если на москитах работать каждые 7 секунд, вы имеете 120 тысяч урона, чего вам еще надо для счастья. Если вдаль стреляете, конечно, да, можете там ставить что-то другое. Но по своей сути, как минимум в этой сборке этот кораблик реально может. А сборка это недорогая. Ну, не требует она каких-то лютых вложений. Соответственно, кораблик хорош. Как кораблик для новичка 10 из 10. Как кораблик для меня, ну, наверное, 6. За торпедок, за отсутствие ХП. Немножко он медленный все же. Но это достойная машина. На свалку я его списывать не буду. Я дождусь, пока ему добавят ракету, и, возможно, там он оживет еще сильнее. Тогда уже будет более универсальным. То есть вдаль можно отработать ракетами, вблизи можно отработать всем, что есть. Вполне вероятно, что это будет классная машина. Ну и не забываем о вот об этой линии, да? Вот. Да? Высунули свой любопытный нос, отработали и спрятали. Ну что знал, рассказал. Что мог, показал. Вот такой вот корабль. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.